Всем приветик! Сегодня я хотел бы вам рассказать о своем небольшом путешествии, которое мы устроили с моими друзьями. Это путешествие было спонтанным, буквально решалось за 2 дня, и решили мы поехать в Высокие Татры. При просмотре данного видео не забывайте ставить лайки, подписываться, оставлять свои комментарии и возможно даже пожелания. Кстати, жилье нам обошлось всего лишь 45 евро. Ну что, поехали! Через всем известный сайт Booking мы заказали себе в пансионате под названием Партизан трехместный номер стоимостью в 15 евро с человека. Сам пансионат напоминает советские люксовые пансионаты. Кстати, в пансионате вас встретит хозяин самого пансионата. Он очень хорошо говорит на русском языке. Комнаты, как вы видите, скажем так, советские, но чистые. Изюминкой данного советского номера был, конечно же, балкон. Но не сам балкон, а вид, который перед тобой открывается. Рекомендую утро свое начинать с чашечкой кофе на этом балконе. Выйдя из пансионата, направляйтесь в сторону Гранд-отеля. Когда вы его пройдете, дорога вас поведет в поселок. Возле колиба Камзик сверните направо, и вы попадете на асфальтированную улочку или дорогу, как кому будет удобно, которая вас ведет в сторону Высоких Татр. Пройдясь по щадящему подъему, будет развилка. Одна будет вас вести по асфальту, а вторая, немножко свернув, вас поведет по грунтовой аллее. Вам выбирать, по какой дороге идти. Мы выбрали по грунтовой, так как ты окунаешься больше, скажем так, в природу. Кстати, к точке нашего прибытия также идет фуникулер. Стоимость 6 евро. Но мы решили пройти все-таки пешком. Прибыв пешком на конечную станцию фуникулера, перед нами открылся вид Высоких Татр, а также ресторан Гребенок, который нам помог восполнить потерянные калории от подъема к данному месту. Цены, как видите, довольно высокие, а мы, как бюджетные туристы, которые собрались на бюджетную прогулку, не можем себе позволить роскоши, поэтому мы восполнили потерю калорий, а также влаги нашего организма, выпив по бокальчику хорошего чешского пива, после чего двинулись в путь. Всплеск эмоций и адреналина, который выплескивается после того, как ты смотришь на Ломницкий щит Высоких Татр, он непередаваем. Хозяин пансионата узнал, что мы приехали всего лишь на 1 день, и то не полный, посоветовал нам место, куда мы смогли бы добраться до захода солнца, и это место называется Длинный водопад. По дороге вы выйдете на отель Беликова хата. Пройдя немножко за отель, вы выйдете на небольшую площадку, где можно сделать крутые селфи, снять видео Высоких Татр, ну и прочее. Также рекомендую обуваться все-таки в кроссовке с небольшим протектором, так как дорога каменистая, скальная, туристов очень много, камень шлифованный, и в зависимости от погоды, влажности, утро-вечер бывает довольно-таки скользко, поэтому будьте осторожны. Не забывайте ставить лайки, подписываться, оставить свои комментарии. Возможно, кто-то здесь побывал и расскажет что-нибудь новенькое в своих комментариях и поможет тем самым бюджетному туристу. Вся дорога от пансионата к данному водопаду у нас продлилась около 2 часов. Можно быстрее, если вы воспользуетесь фуникулером, но мы все-таки решили пройтись пешком. И не зря. Именно пешая прогулка, как я считаю, дает те эмоции, которые остаются с вами на всю жизнь. Я повторюсь, это единственное место, куда мы могли успеть за тот короткий день, который у нас остался по приезду. И это один из самых легких маршрутов, по которому можно пройтись со своим ребенком. Одевайтесь тепло, будьте всегда навеселе, и все у вас будет хорошо. А теперь посмотрите, как выглядит Длинный водопад.
Ваша подписка и ваши комментарии помогут развиваться моему каналу, а также я смогу больше показывать мест, которые можно посещать, не имея много денег. Всем хорошего настроения и как можно больше позитивных эмоций.